10 лет назад в известняковых пещерах недалеко от Вади-аль-Джарфа, Вади-аль-Джарф, археологи сделали одно из важнейших открытий в исследовании Древнего Египта. Была выявлена библиотека из 30 древнейших в мире папирусов. Эти фрагменты, возраст которых насчитывает более 4500 лет, открыли новую страницу в понимании организации, логистики и повседневной жизни вокруг строительства пирамид эпохи Древнего Царства. В частности, пирамида Хуфу, Хеопса, на плато Гиза. Расшифровка папирусов оказалась длительным и кропотливым процессом. Только в конце прошлого года международная команда египтологов и лингвистов завершила работу над текстами, и результаты привели к ряду важнейших уточнений и корректив в устоявшихся теориях. В этой статье я подробно расскажу о том, что именно содержат папирусы, почему дневник чиновника по имени Мерер стал центральным артефактом, какие выводы ученые делают о логистике поставок строительных материалов и, главное, как это меняет представление о рабочей силе, строившей пирамиды. Пещеры с папирусами были найдены вблизи древнего прибрежного комплекса Вади-эль-Джарф, расположенного на восточном побережье Египта, на Красном море. До открытия папирусов место уже привлекало внимание исследователей. Руины причалов, следы складов и останки корабельной инфраструктуры указывали на активное морское использование. Однако сами документы подтвердили и наглядно конкретизировали роль Вади-эль-Джарфа как важного порта более 4,5 лет назад, в период правления фараона Хуфу. Правил примерно в 2566 годах до нашей эры. Ранее существовали лишь гипотезы о морских путях, снабжении и сезонных экспедициях на восток, включая Синай. Но папирусы дали прямые письменные свидетельства. Записи датировались по внутренним временным меткам, содержали имена должностных лиц и упоминания конкретных операций, связанных с добычей, обработкой и транспортировкой стройматериалов. Археологи извлекли сотни фрагментов папируса. Они писаны как черными, так и красными чернилами. Традиционная египетская практика, где красный цвет использовался для заголовков, дат и важных пометок. На многих фрагментах прямо упоминается имя фараона Хуфу, что и позволило отнести документы к эпохе его правления. Особое место среди найденных текстов занимает так называемый «Дневник Мерера» – папирус, в котором описана повседневная деятельность чиновника по имени Мерер. Этот человек, судя по записям, руководил командой из примерно 200 рабочих. В дневнике фиксировались ежедневные операции, маршруты, количество доставки и рабочие задачи. Эти записи – редкий пример административного документа, дошедшего в таком объеме и с такой детализацией из Древнего Египта. Что именно пишет Мерер? В собственных записях он рассказывает о работе своей команды в течение 3 месяцев, непосредственно вовлеченной в строительство пирамиды Хуфу. Центральным пунктом в его отчетах является добыча блоков известняка в карьере Тура, откуда получали гладкую облицовочную породу для внешней поверхности пирамид. Мерер подробно фиксирует процесс осмотра блоков, прежде чем их отправить в Гизу, и описывает маршрут. Блоки загружались на лодки и доставлялись по Нилу в Гизу. По его записям, доставка одного груза занимала 3 дня, от разгрузки в карьере до выгрузки на месте назначения. Важно, что Мерер отмечает и технические моменты работы: организацию разгрузки, контроль качества камня, распределение задач между членами команды и взаимодействие с другими подразделениями. В ряде записей он даже косвенно описывает фигуру архитектора и структуру управления на строительстве, что дает уникальную изнутри панораму процесса возведения монументальных сооружений.
Результаты дешифровки выявили сложную и продуманную логистику, необходимую для строительства гигантских памятников. Оказалось, что снабжение Гизы было мультимодальным. Использовались Нил, побережье Красного моря и специально оборудованные водные пути. Известняк для облицовки добывался в карьерах Тура на восточном берегу Нила. Эти блоки аккуратно осматривались и подготавливались к транспортировке. Для перемещения тяжелых блоков использовались лодки. Доставка по Нилу из Туры в Гизу занимала порядка 3 дней по дневнику Мерера. По-видимому, операция была синхронизирована с сезонными разливами Нила, что облегчало доставку по воде. Базальт поставлялся из Файюма, а гранит – из Асуана. Эти материалы требовали иного рода транспортировки. Гранитовые блоки из Асуана включали переходы по Нилу на значительные расстояния. Медь – важнейший металл для изготовления орудий, долота, стамисок, добывалась на Синайском полуострове. Корабли фараона курсировали через Красное море к богатым меди ресурсам Синая. Записи указывают на регулярные экспедиции, что выявляет морскую активность гораздо более интенсивную, чем считалось ранее. Особое внимание стоит уделить упоминанию искусственных водных путей, созданных в районе Гизы. Записи Мерера и сопутствующие документы свидетельствуют, чтобы ускорить и упростить транспортировку материалов вблизи строительной площадки, возводились каналы и доковые сооружения. Это позволяет предположить, что грузопотоки на плато Гизы были спланированы с учетом возможностей водного транспорта. Возможно, даже создана сеть временных каналов, которые позволяли доставлять материалы максимально близко к основанию пирамид, минимизируя нужду в тяжелой буксировке по суше. Такой подход согласуется с недавними данными о находках следов древних каналов вокруг Гизы, обнаруженных при геофизических и археологических исследованиях. Теперь у нас есть текстовое подтверждение того, что каналы действительно использовались для перевозки строительных материалов. Папирусы дают четкую картину о географическом разнообразии источников материалов. Тура – известняк, тонко обработанная облицовочная порода. Именно с нее создавали гладкую внешнюю поверхность пирамид. Поскольку облицовку хотелось иметь без швов и с высокой степенью точности, выбор камня и предварительная сортировка имели первостепенное значение. Файюм – базальт – использовали для изготовления сосудов, плит и некоторых архитектурных элементов. Асуан – гранит. Из Асуана доставляли самые прочные блоки для внутренних камер и коридоров. Гранит был чрезвычайно ценен Дейредин и требовал особой транспортировки. Синай – медь. Как уже сказано, медь была основным металлом для резки и обработки камня. Ее добыча и поставка напрямую влияла на темп работ. Сопоставление текстов с археологическими находками, следами карьеров, местами плавучих причалов и остатками инструментов дает почти полномасштабную картину цепочки поставок. Мерер упоминает осмотр блоков перед отправкой. Это говорит о стандартах качества и о наличии контроля со стороны центральной администрации. Такой уровень бюрократической заботы демонстрирует, что проект сооружения пирамиды имел четко выстроенную административную и техническую основу. Одним из наиболее важных выводов из дешифровки является подтверждение того, что рабочие, задействованные в строительстве пирамид, не были саварабским населением. В папирусах содержатся данные о выплатах и обеспечении персонала. Заработная плата рабочих представляла собой продовольственные нормы, в основном зерно. Такие записи включают точные расчеты порций и расписание выдачи. Это согласуется с археологическими данными о джардах рядом с рабочими лагерями у Гизы, находки жилья, кухонь,
складов продовольствия и даже надгробий, стела, указывающих на то, что рабочие имели социальную организацию и почетный статус. В частности, некоторые погосты свидетельствуют о том, что рабочие были организованы в профессиональные бригады, получавшие свою долю ритуального и материального признания. Дневник Мерера подтверждает, его команда регулярно получала пай зерна за выполненную работу. Это указывает на систему мотивирования и материального поощрения, а не на исключительно принудительный труд. Конечно, это не исключает наличие принудительных трудовых мобилизаций в других проектах или периодах, но в случае строительства пирамид эпохи Хуфу, по данным папирусов, доминировала организованная регулярно снабжаемая и, можно сказать, профессиональная рабочая сила. Данные из папирусов указывают на сложную административную структуру, распределение функций и регулярную отчетность. Мерер не просто рабочий, он явно находился в системе чиновничьего управления строительства. Он ведет ежедневные записи, указывает отчетные сроки, взаимодействует с другими подразделениями, фиксирует детали логистики и выполнения задач. Это указывает на наличие четко выстроенной вертикали ответственности. От управленцев – архитектор, надсмотрщик до исполнителей. Письменные отчеты включают данные о количестве задействованных людей, задачах, количестве поставленного материала и времени исполнения. Наличие таких документов позволяет сделать вывод о том, что строительство пирамид велось по строгому плану с выделением ресурсов, маршрутов поставок и материальной ответственности. Архитектор, упомянутый в одном из фрагментов, мог быть как главный проектировщик, так и старший ответственный исполнитель. Именно такая организация объясняет феноменальные темпы работ, умение синхронизировать добычу в карьерах, загрузку и транспортировку по воде, подготовку площадки и монтаж блоков. Мы больше не имеем дела с хаотическими действиями десятков тысяч рабов, а с централизованной хозяйственной системой, где каждый элемент выполнял свою функцию. Дополнительный интерес представляют записи о морских перевозках к Синайскому полуострову. Поставки меди, ключевого для обработки камня материала, требовали организованных экспедиций через Красное море. Это подтверждает, что египтяне того времени обладали не только речным, но и прибрежным и морским судоходством достаточной сложности, чтобы проводить и регулярные грузоперевозки на сотни километров. Интересно и то, что в папирусах упоминается взаимодействие с портовой инфраструктурой и соответствующие ритуалы безопасности. Экспедиции сопровождались поддержкой и снабжением, имели графики возвращения и, очевидно, были под контролем центра. Это говорит о дальновидной политике безопасности и хозяйственного планирования государства. Расшифровка папирусов Вади-эль-Джарфа имеет огромное значение для науки и просвещения. Во-первых, это первое в истории письменное свидетельство о внутренней логистике строительства пирамид эпохи Хуфу, включая конкретные маршруты и временные интервалы. Во-вторых, документы подтверждают, что рабочие получали оплату в виде зерна, что опровергает упрощенный миф о строительстве пирамид исключительно рабским трудом. В-третьих, записи позволяют точнее картировать сеть поставок материалов: известняк из Туры, гранит из Асуана, базальт из Спасту из Фаюма, медь с Синая. Наконец, папирусы демонстрируют высокий уровень административной и инженерной организации у древних египтян и подтверждают наличие сложных транспортных систем, включающих не только Нил, но и морские маршруты и вспомогательные каналы вокруг строительных площадок. Для историков и археологов это открытие представляет новый массив первичных данных, позволяющих проводить более точную реконструкцию событий и практик Древнего Египта. Для широкой публики папирусы Баия – это живой человечный рассказ о людях,
которые фактически стояли у истоков создания одного из чудес света. Опубликованная до сих пор лишь часть материалов – это лишь начало. Египтологи обещают, что последуют новые публикации и открытия, поскольку работа с фрагментированными, часто поврежденными документами требует времени. Ожидается дальнейший анализ палимпсестов и фрагментов, которые могут пролить свет на организацию склада, питание, снабжение и быт, корреляция текстовых данных с археологическими находками на плато Гизы и в карьерах Туры, расширенное исследование морских походов, уточнение маршрутов, типологии судов и состава команд, использование новых технологий, мультиспектральная съемка, цифровое восстановление текста и машинное обучение для сборки фрагментов. Каждое новое обнаружение может расширить наше понимание. Возможно, появятся упоминания о других проектах Хуфу, о взаимоотношениях между административными центрами и локальными карьерами, о религиозных и ритуальных аспектах, сопровождавших строительство. Открытие папирусов Вади-эль-Джарфа – это не просто археологическая сенсация. Это способ переосмыслить способы взаимодействия людей и ресурсов в древних обществах, понять, как зарождались системы управления крупными инфраструктурными проектами и увидеть в строительстве пирамид не только величие идеи, но и организацию труда, которую смогло создать раннее государство, переосмысление роли рабочего. Теперь ясно, что за монументами стояли не безликие массы, а организованные коллективы, снабжаемые, мотивируемые и имеющие работы, которые требовали квалификации и координации. Это меняет морально-этическое отношение к древнему миру и помогает оценить его сложность. 10 лет назад найденные в Вади-эль-Джарфа папирусы заложили фундамент для серьезных переоценок в изучении Древнего Египта. Дневник Мерера, центральный и подлинно человечный артефакт, дал возможность заглянуть в ежедневные будни людей, которые сделали возможным создание одного из самых величественных архитектурных достижений в истории. Благодаря текстовым свидетельствам сегодня мы знаем гораздо больше о логистике, источниках материалов, организации труда и морских связях эпохи Хуфу. И хотя расшифровка большинства документов только завершена, уже сейчас ясно, Вади-эль-Джарф был не просто портом. Это был важный узел древней транспортно-административной сети, обеспечивающий масштабные государственные проекты. А найденные папирусы – редкий и ценный ключ к пониманию того, как именно функционировала эта машина, делая возможным возведение пирамид и других монументальных сооружений. Ожидаем новые публикации и открытия. Археология не закрывает своих тайн сразу, но каждый найденный фрагмент все больше рисует картину мира, где рациональность, инженерная мысль и человеческое усилие переплетаются в истории, которая остается живой и по сей день.